Видите вот эту фразу? Но естественно, мало кто сможет понять содержимое, а ведь согласитесь, интересно узнать ее перевод или посмотреть анимку с озвучкой первоисточника. Так почему бы тебе не записаться в онлайн-школу японского языка Mori Mori Japan, где твоими учителями будут оригинальные аниме-персонажи, диалоги которых озвучил носитель японского языка. Для старта обучения тебе нужно всего лишь желание, ведь курс рассчитан на нулевой уровень знаний. Если есть сомнения, справишься ты или нет, тогда можешь просто записаться на первый урок, не оплачивая весь курс целиком, где в течение 15 дней тебе предоставится тест-драйв начального курса. Более того, есть даже недельный бесплатный марафон с ознакомлением с материалами и полезной информацией в изучении японского языка. Так что тебе ничего не мешает просто попробовать. Благодаря видеоурокам и структурированному материалу здесь ты изучишь чтение, написание азбуки хирогана, катагана и 60 иероглифов, поймешь, как строить самые часто используемые фразы и предложения, или можешь записаться на индивидуальное занятие, в котором тебе помогут разобраться с твоими вопросами. А уже через 3 месяца обучения ты сможешь начать разговаривать на японском языке. Для чего тебе это нужно? Ну, кроме соответственно аниме и манги, это откроет дорогу для путешествия в Японию. Сможешь сдать международный экзамен по японскому языку Nihongo Noryoku Shiken высший уровень, а также сможешь поступить в японский вуз или трудоустроиться в Японии. Автор курса Юлия Мори, востоковед с самым высоким уровнем владения японского языка Nihongo Noryoku Shiken N1, а также японец Такута Мори, так что за правильность поданной информации не стоит переживать. Записаться ты сможешь по ссылке в описании, а также не забудь заглянуть и на другие ресурсы Mori Mori Japan. Сегодня мы разберем взрывную 404 главу моей геройской академии. Бакуга вновь врывается на поле боя. Сейчас Кацуки готов был выложиться на полную, чтобы искупить свою вину в Камина. И показано это было прям невероятно сочно. Мидория же идет ва-банк и применяет причуду второго обладателя одного за всех, несмотря на то, что это может серьезно сказаться на его теле. Так что посмотрим, как это скажется на дальнейшем сражении. Было ли это ошибкой или нет. Но также напомню, что прочитать свою любимую мангу, манхва, вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 404 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выход глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выход 404 главы. Буквально в прошлой главе Хорикоши порадовал нас двойным цветным разворотом и обложкой к журналу Shonen Jump. А сегодня мы лицезрим обложку к 39-му тому манги моей геройской академии с Ураракой, Шота и улыбающимся Тошинори. Повествование же начинается с продолжения издевательств ВЗО над всемогущим. Сейчас бывший герой номер 1 ничего не мог сделать для того, чтобы предотвратить свою гибель, ибо в данный момент он совершенно верно находился в руках смерти. И вместе с этим нам который раз напоминают пророчество Ночноглаза о том, что если Тошинори продолжит бороться и идти по тому же пути, то в конечном итоге ему встретится противник, который покончит с ним невероятно ужасной смертью. Да и сам все за одного был в предвкушении реакции всего человечества на смерть символа мира. Попутно нам вновь демонстрируют реакцию зрителей этой прямой трансляции, и как в прошлый раз, большинство людей уже смирились с кончиной их героя, ставя на первое место свои обыденные дела. Но все же оставались
есть те, кто все еще переживал за судьбу Всемогущего. И именно об этом сейчас также переживают Деку и Бакуга. Их мысли буквально сконцентрированы на одном и том же. После чего Кацуки моментально выдвигается к Мидори, который тут же протянул своему другу руку, несмотря на то, что в данный момент он сражался с Шигараки. И как только они сблизились, схватившись за руки, эти двое по одному только взгляду поняли, что им нужно делать. Осознавая, что собрался делать девятый, второй владелец причуды одного за всех предупреждает юного героя, что если он вновь активирует переключение передач, то в этот раз ему не удастся избежать серьезных последствий для своего тела, говоря, что эту способность нужно использовать лишь в крайнем случае, если без этого никак не добиться победы. Но Мидори не послушал его, и прямо после этих слов он использует причуду переключения передач сразу на вторую. И закрутив Бакуга, Деку тут же швыряет его в сторону Всемогущего на огромной скорости. И черт, как же это круто выглядит. А что более приятно осознавать, что эти двое продемонстрировали тот же прием, который был показан в фильме. Но только теперь они поменялись местами, и в этот раз Мидори помог Бакуга. В эту же очередь Шигараки начал подначивать своего противника, говоря, что они все равно не успеют спасти Всемогущего. Ибо Деку уже и сам успел в этом убедиться, поскольку остаточная туманная сущность Всемогущего начала исчезать, обретая теперь отчетливый образ. Спрашивая у Мидори, не потому ли это происходит из-за того, что его настоящее «я» сейчас умирает, а со смертью человека, подарившего миру мечту, люди наконец-то очнутся от сладкого сна, оказавшись в жесткой реальности, чего собственно и добиваются Томура с ВЗО, уничтожение символа истинного героя и рождение эры злодея. И честно сказать, сейчас было очень трудно поверить в спасение Тошинори, ведь его образ внутри, так сказать, сознания одного за всех действительно становился четким, что и правда говорило о его неминуемой гибели. Но Деку, Бакуга и множество других людей, которые все еще не забросили эту надежду, то что Всемогущего обязательно спасут. И эта надежда и стала тем самым ветром перемен. Это было именно то, что все это время искал Ночноглаз, пытаясь изменить это печальное будущее. Некая энергия, которая была скрыта в желаниях и вере других людей. К тому же сам Бакуга хотел искупить свою вину из-за того случая в камина, после которого Всемогущий по сути истратил последние остатки одного за всех. Его тревожило, что из-за того, что он тогда был схвачен Лигой Злодеев, это положило конец Всемогущему. После чего, мчась на огромной скорости, желая в этот раз спасти Тошинори, Кацуки просто вырывает руки ВЗО и спасает Всемогущего, говоря, что они обязательно победят. И вслед за этими словами мы видим шокирующее выражение лица девятого и второго владельца одного за всех, поскольку образ Тошинори вновь стал прежним. Что же, это было нечто. Получается, Мидори и Бакуга своими силами и верой смогли изменить ужасное будущее. Да, немного смущает некая энергия, исходящая от желаний и надежд людей, и многие могут быть недовольными, что нечто такое абстрактное смогло повлиять на жизнь Всемогущего. Но прикол-то в том, что дело было не только в желаниях людей. Именно Деку и Бакуга стали воплощением этих желаний. Именно они своими силами смогли изменить будущее. А в главе также еще вновь упоминался эффект бабочки, которая своим взмахом крыльев где-то в Бразилии, да и в целом неважно где, может вызвать где-нибудь ураган. Так что смысл был не только в вере, а в действии, говоря, что даже такое незначительное влияние, как, например, тот же взмах крыльев бабочки, может инициировать нечто большее. И этим самым действием стали Бакуга и Деку. Интересно, что же теперь будет делать все за одного, ведь после того, как Кацуки вырвал ему руки, а то есть нанес внушительный урон, это еще больше заставит его время откатиться назад, делая его общее количество значительно меньше. И тут постает интересный вопрос: как же поступит ВЗО, глупо или разумно? Ибо будет очень тупо, если так называемый король демонов погонится за Бакуга для того, чтобы прикончить Всемогущего. Лучше уже он придержится изначального плана и доберется к Шигараки для того, чтобы завладеть его телом. А там, получится это у него или нет, не так сильно ударит ВЗО лицом в грязь, чем просто тупая погоня за Тошинори. Ведь если он все же сумеет провернуть желаемое с телом Томуры, тогда и после прикончить свою любимую игрушку ему не составит никакого труда. Так что присоединяйтесь к новому опросу, который выйдет в сообществе Ютуба сразу же после публикации этого ролика. Вот, кстати, результаты прошлого опроса, и как видим по происходящему в этой главе, 38% людей оказались правы. Теперь же насчет Мидори. Несмотря на предупреждение второго, он все же использовал причуду переключения передач, а значит
будет вполне вероятно, что в следующей главе он столкнется с определенными трудностями в противостоянии с Шигараки, поскольку его тело после такого может получить жесткую отдачу. Ну а если туда еще ворвется и ВЗО, тогда его положение вполне вероятно может стать еще хуже. Но в любом случае, теперь когда Всемогущий был спасен, а Бакуга больше не числился в списке погибших, по крайней мере на Деку психологически больше ничего не давит. Ну а что будет происходить в следующей главе, узнаем уже через неделю. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my action bar. Take the charge. I'm standing there. What the fuck? Look at my action bar.